Всем привет, это Вьетнам, курортный город Ничанг. Меня зовут Илья, вы на моем канале «Был здесь». И сейчас я покажу самый популярный вьетнамский храм здесь в Ничанге, в городе. Называется пагода Лонгшон. Храм этот интересен тем, что он расположен возле горы, на которой установлена большая статуя белоснежного Будды. Вот там. Ага. Come on. Вход здесь бесплатный, поэтому постоянно организовывались сюда какие-то бесплатные экскурсии. Парковка здесь платная, вот здесь находится парковочка. Ну и вот вход, основное здание храма. Сейчас я все как раз и расскажу. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что в конце я еще покажу, как еще можно по-другому подойти к этой статуе Будды. Еще здесь есть другой вход интересный, не с центрального входа, который вот здесь я показал. Как и в любой буддийский храм, в Лонгшон заходить в шортах и майке нельзя. Обязательно должны быть покрыты плечи и колени, а обувь перед входом нужно обязательно снимать. На территории есть монастырь и постоянно проходят службы. Подъем к статуе проходит по длинной каменной лестнице сбоку от храма. По дороге наверх есть поворот налево, там расположена статуя лежащего Будды. Она символизирует уход Будды из земной жизни. Отображается он лежащим на правом боку с блаженной улыбкой на лице. Недалеко от лежащего Будды, чуть выше по лестнице, расположен колокол желаний. Для того, чтобы провести обряд исполнения желаний и очистить душу от негативной энергии, нужно сесть внутрь этого колокола. В нем нет язычка, а звук извлекается ударами по внешней части. Считается, что звук от удара по колоколу и чтение мантр монахами исцеляют и очищают душу сидящего внутри. Огромный белоснежный Будда, расположенный на горе храмового комплекса Лонгшон, кажется воздушным и невесомым. Будда как будто бы парит в облаках, сидя на цветке лотоса. С обзорной площадки рядом со статуей открывается панорамный вид на весь город, а сама статуя видна издалека. Высота статуи составляет 14 метров и выглядит впечатляюще. В постаменте статуи расположен небольшой молебен. Изначально храм был построен на этой горе в 1886 году. Назван он был по-другому. А в 1900 году под воздействием сильного шторма он начал сползать с горы. Поэтому монахи переместили его к подножию. Перенесенный и восстановленный храм переименовали и дали название Лонгшон, что в переводе с вьетнамского означает «горный дракон». На постаменте, на котором сидит Будда, с каждой из 6 сторон имеется изображение монаха в огне. Их появление здесь напоминает о трагических событиях, произошедших в 1963 году. В этом году 6 монахов пагоды совершили на этом месте акт публичного самосожжения в знак протеста. В то время президент Южного Вьетнама принадлежал католическому меньшинству и считал, что государственной религией должен стать католицизм. По всей стране начались гонения на буддистов и представителей других религий. Среди буддистов начались протесты и волнения, они призывали к равенству религий. В ответ власти пытались жестоко подавить эти протесты. Тогда буддийский монах Кить Куандык решился на акт публичного самосожжения на одной из оживленных улиц Сайгона. Монахи храма Лонгшон последовали его примеру. В итоге президент был свергнут, и это означало конец преследований граждан по религиозному признаку. Через дорогу от храмового комплекса установлен белоснежный памятник монаха Кить Куандык. Он напоминает о вечных ценностях, которые несет буддизм, о мире, свободе и равенстве. А сейчас я покажу еще такой лайфхак.
как до этой статуи Будды, можно подняться, не заходя через главный вход храма. Вот здесь такая улочка есть. Проезд, не доезжая до храма, до главного входа в храм, на перекрестке нужно свернуть направо и вот по этой улочке проехать. Сейчас вместе поднимемся туда и покажу этот проход. Вот так вот очень удобно поднимаешься на байке. Это удобно для тех, кто не хочет проходить через главные ворота и подниматься по лестнице. Может быть, кому-то тяжело, и у кого есть байк, может просто вот так вот подняться по дороге прямо на эту гору. Очень удобно. И вот здесь попадаешь как раз на эту площадку на горе. Как раз выезд к статуе Будды. Я, конечно, не видел, чтобы кто-то из туристов так делал, поднимался, но незаметно, я думаю, можно проехать и здесь все посмотреть, чтобы не тратить особо времени на проход, на организованную экскурсию. Еще тут проезд какой-то. Так, давайте посмотрим, что тут за дорожка, обойдем все это вокруг. О, там еще какой-то храм. То есть получается, что территория этого храмового комплекса больше гораздо, чем то, что внизу. Тут еще и вот на горе. Да, но это точно не туристическое место. Сюда, скорее всего, никто даже не ходил, кроме меня. Смотровая площадочка здесь. Площадка здесь довольно-таки большая. На этой горе гора продолговатая. А это на другом конце этой горы. И здесь с обратной стороны тоже какие-то храмовые здания буддистские. Ну, в общем, по этой горе можно свободно гулять. Вот такой вот секретный проезд на эту гору. Ну, секретный для туристов, может быть. Ставьте лайки и ставьте колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые. Это пагода Лонгшон со статуей белоснежного большого Будды на горе. Я был здесь и всем советую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые выпуски.